Я считаю, что он должен выплатить алименты, потому что он установил отцовство. На меня повесили алименты. Супруга ваша? Да, я ее много раз ловил на хатах. Гуляла, с вами не жила. Вместе с ней и на ребенка заодно обиделись. И долг набежал. Какой долг? 2 с копейками. То, что не твоя дочь, ты знал сразу. Что он должен? У него есть дочь, он взял Какая обязанность. у него есть он дочь? взял обязанность на нее. Кто-то подложил письмо, что ребенок это не его. Вы хотели платить алименты за своего сожителя. Да. Почему он не платил деньги? Он платил минимальную Где 2 сумму, миллиона? платил. 300 тысяч? Как он ее материл, как обзывал меня, кричал на всю улицу о том, что я не его. Как бы ты хотела, чтобы вот вся эта история закончилась? Добрый день. Вот, казалось бы, 2023 год на дворе. Да? Да, век современных технологий, но по-прежнему простое человеческое никто не отменял. И одно анонимное письмо, брошенное в почтовый ящик, может вот так поменять судьбы многих людей. Ну да, тем более, что содержание письма очень странное. Сегодня в нашей студии Виктор Щербаков из Челябинской области. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, что случилось у вас, с чем пришли? На меня повесили алименты. У меня родилась дочка Когда она родилась? в 2004 году. Так. Мы жили вместе. Потом она начала гулять. Супруга ваша? Да. Я ее много раз ловил на хатах. А вы в официальном браке? Нет. Сожительствовали Да. просто? Мгм. А вы как долго с ней встречались до того, как ребенок-то появился? С месяца, может. Ого, так сразу ребенок? Да. Так вы хотели или это случайно? Когда ребенок родился, я сразу думал, моя. Я еще из мест освободился, как говорится. Думал, наивный как был. Не предал, как это. То есть не посчитали, что ли? Да, она говорила 7-месячный. 7-месячный. Да, когда родила. Помните рост, вес? 3200, что ли? 3200, 7-месячный ребенок. Понятно. Да. Ну, вы радовались, все Да. было хорошо. А после того, как ребенок-то родился, сколько вы еще вместе прожили? Года 3. Почему вы решили с ней расстаться? Я ее раза 2 ловил. На чем? Что она гуляла, короче. Я так, за ее не переживал, а за ребенка она, считай, по ночам, на ночь уходила. Все на ребенка бросала, а сама Не, гулять? Не, она с ребенком уходила. С ребенком Да. гулять уходила? А вы после того, как вы расстались, вы как-то договаривались о том, будете вы платить алименты или нет? Будете ли- Мы с братом привозили на машине, колготочки, все это, деньгами, помогая, по мере возможности, когда колымели с ним. А потом напряг стал с работы. Все, ей, видать, денег не хватало, она подала на алименты. Понятно. А с ребенком-то виделись или нет? Она не давала мне видеться. А вы хотели? Пытались? Да. А что вы для этого делали? Не знаю. Как не знаю? Так и скажите, не хотела с ней общаться. Все. Были обижены на эту женщину, которая гуляла, с вами не жила. Вместе с ней и на ребенка заодно обиделись. Хорошо, давайте так. На алименты она подала, вы платили алименты? Нет. Нет. Понятно. И долг набежал, правильно? Какой долг? 2 с копейками. 2 миллиона. А вы когда узнали, что вы должник и еще 2 300 должны? У меня вначале 500 тысяч было, потом я отсидел 80 дней, потом еще. Они то ли списывали с меня, то ли есть еще. вас наказывали за то, что вы не платили алименты? Да. 80 дней вы в Какой тюрьме самый сидели? большой срок наказания был у вас? 80 дней. Понятно. И сейчас эта задолженность на вас висит, Да. верно? А вы Но- как-то собираетесь ее гасить, эту задолженность? А зачем мне ее гасить? Не мой ребенок. Вот тут мы давайте к этому самому письму и перейдем, да? А что за письмо и кто его написал-то? Я не знаю, это мне подкинули в почтовый ящик. Листок
тетрадный. Когда это было? Ну, года 2-3 назад. И что там написано было? Говорит, Витя, мне тебя очень жаль, но Юля обманывает тебя. Саша не твоя дочь. И вы после этого решили, ДНК сделать. вы хотели сделать Да. ДНК, чтобы Сделали? доказать по суду? Не, ну мы им звонили, вот с Натальей, супругой. То они болели, то еще что-нибудь. Короче, ну, на контакт с нами не шли. И все равно суд решил, что вы не отец. Не, суд, она потом позвонила, там секретарь или дозвонились до ее. Она по телефону подтвердила, что это не мой ребенок. По телефону она? Юля. Она подтвердила по телефону суду. кому-то. Ну, Суду. И вас признали не отцом. этого да. ребенка. Но алименты оставили. Алименты сняли частично, ну, чтоб я не платил, а вот долг остался. В любом случае, долг ему выплачивать придется. Сейчас, да, безусловно. Никто вас от этого долга не освободит. И тот факт, что ребенку уже больше 18 лет, ни о чем не говорит. Это ваш долг за прошлые года. Вы услышали, да? До того, как это письмо пришло к вам. Вам ваша бывшая говорила хоть раз, что это не ваш ребенок? Нет, Она не просила вас отказаться от отцовства? нет. Просто у нас немножко другие сведения, но мы их будем получать из других источников, поэтому давайте вашу бывшую несостоявшуюся тещу позовем сюда. У нее, естественно, своя версия происхождения. Светлана, идите к нам, пожалуйста. Виктор, ты что говоришь такое, а? Че? Что это не твоя дочь, моя дочь куда-то бегала, гуляла, блин, туда-сюда, блин. Ты что говоришь-то Да. вообще? Да. Да она все время была с этой маленькой малявочкой. Да какой маленькой она была то, что ты малявочкой? не твоя дочь, ты знал сразу. Да как? Вспомни. То есть вы хотите сказать, что он с самого начала знал, что это не его дочь? Да, он знал, что это не его дочь. А Ну, тогда по зачем? крайней- по Подождите, крайней вот мере, давайте, я- нет, давайте так, логику включаем сейчас. Он знал, что это его не его дочь, но все равно признал ее своей дочерью. Это было понятно, пока они жили вместе. Когда ваша дочь с ним разошлась, он счел себя свободным, и от ребенка в том числе. Тогда зачем он платил деньги? Вернее, не платил. Ну, как его сказать, Юля вообще не подавала на него на элементы. Потом она пошла подавать на детские. Ей сказали, предоставьте документы. А то, что это вот заработную плату отца ребенка. Она говорит, мы не живем, и он нигде не работает, и это. Значит, говорит, подавайте на элементы. Она просто было ей безвыходное положение взять и подать на элементы, потому что ей обратиться нужны к нему, справки. чтобы он отказался. То есть, Обращалась она. и что? Чего она не обращалась? Она обращалась, Да не к обращалась тебе. она Это ко было. мне. Я тебе скажу, я даже не знала, Да что она это. не обращалась что она это, ко мне. что это не твоя дочь. Я не знала об этом. Ну да, бывает такое. Вот живут мужчина с женщиной, он влюблен. И ему совершенно, наплевать, его это ребенок или не ребенок. Потому что не его, потому что они живут вместе. Потом она, с его слов, это могло быть, могло не быть, да, он стал подозревать, что она изменяет. Они расстались. Любовь прошла, завяли помидоры, понимаете? А обязанности остались у него. Вот это, я понимаю, что это по закону. Он мог раньше пойти в суд и сделать то же самое, что сделал. Но это по-человечески или нет? Это не его ребенок, они больше не живут. Почему он должен содержать ребенка? Почему? Потому что она же просила, она прям приходила к приставам, и у нее там несколько заявлений лежит. Пусть он откажется. Он всегда кричал, это мой ребенок. И мне все равно, кто отец. Слушайте, а дочка ваша гулящая на самом деле? Вот как он рассказывает. Не гуляла она. Она всегда была с маленьким ребенком. А почему они тогда разошлись? Потому что он ее бил. Чуть А почему ребенка, она вот милицию этого тогда не маленького заявляла? ребенка, он чуть не зарезал отверткой. Это как? Как мне рассказала дочь покойная дочь, она прилетела вот на следующий день. Какая покойная дочь? У меня есть дочь еще одна, которая умерла. Да, была. То есть они вместе все жили, да? Они не вместе, но она помогала, приезжала туда. И вот в один прекрасный момент она на следующий день прилетает такая, говорит, мама, надо забирать оттуда Юлю. Витя чуть там не зарезал, говорит, Сашу. Я говорю, в каком смысле не зарезал? Юля, говорит, сидела, говорит, качала в кресле, говорит, Сашу, говорит, вот так. Он пришел, говорит, то ли говорит, глаза стеклянные, непонятно, то ли он обкололся, или как у них там говорят, то ли пьяный, то ли еще что-нибудь. придумаете? То, что ты наркоман, это понятно. Да.
Подлетает, говорит, с отверткой, вот так махивается и кричит: да мне пофигу, мне этот не мой, и мне пофигу на него. И вот отверткой, и Юля в этот момент убирает ребенка, и он прям в ручку отверткой втыкает. Я, говорит, схватила, говорит, мы, говорит, выбежали с Юлей, говорит. У вас были проблемы с наркотиками? Нет, Никогда? нет, Не употребляли? нет. Хорошо. А я- в тюрьме за что сидели? А скажите, а сколько вам лет? 42. 42. В тюрьме вы за что сидели? Тяжкие телесные. Кому нанесли тяжкие телесные? Мужикам там. Каким мужикам? Мы с пацаном гуляли вечером, и я как раз с малолетки вышел, А на малолетке за что сидели? за воровайку. Светлана, Юлю где не ваша били? дочь? Нашла-то Нет. его? Сейчас у вашей дочери муж есть, семья есть? И да, есть семья, маленький ребенок, вот он сейчас, Ну, слава она богу. сидит с ним. Да, я почему спрашиваю? Вот, казалось бы, то, о чем мы сегодня говорим, напрямую касается ее жизни, ее. Да. И мы очень старались сделать так, чтобы она к нам приехала. Ну вот она, маленький ребенок, и он болеет, и она поэтому... Думаете, это причина? В ребенке разве дело? Думаю, что да. Так вот, все-таки Юля не захотела к нам приехать, не смогла, а не захотела. Но небольшое интервью у нее мы взяли. Давайте послушаем. С Виктором мы познакомились в общей компании. Он начал сам за мной бегать. Потом я узнала, что я беременная, ему сказала, он очень был рад. Когда я пошла на учет вставать уже, мне поставили сроки. Я уже поняла, что это не его ребенок. Потом родилась Саша на 36-й неделе. Он знал, что это не его ребенок. Он сказал, мне пофигу, мой он не мой, что главное, что кто его воспитает. Прожили мы с ним где-то 3 месяца. Потом я начала замечать, что он себя ведет неадекватно. Я как будто переживаю это все заново. Потом я начала замечать, что у него появились проколы на венах. Увидела такую картину, что у них в огороде рос мак. И он сидел и бритвой резал ее и собирал тряпочкой. Даже пытался на Сашу бывало кинуться, что ты, говорю, к ней, прям как дикошарый. Он говорит, забирай свою и уходи отсюда. Он кинулся на меня с ножом, все на этом, все. В жизни я его последний раз видела в 2006 году, и я пошла подавать на элементы. Я говорю, откажись от ребенка, и несколько раз я его просила. Откажись от ребенка, и элементы копиться не будут. Он был против. Я считаю, что он должен выплатить элементы, потому что он установил отцовство. Он забрал у меня, получается, те пособия, которые я должна получать. Виктор, а вы почему от ребенка-то не отказались? А я там посоветовался, я бы отказался бы, и она бы могла заново подать на алименты, и без разницы. Что значит, она бы Что заново значит? подала на алименты, если бы вы отказались? Мне вот так сказали. Кто вам сказал? Ну, я там, Так она знакомый. сама тебя просила отказаться, она Когда сама она уже просила. на алименты Так она подала, сперва-то тебя просила отказаться, когда ничего, прежде чем она- подать на элемент. Нет. Ну, Мне у пристава приставала, заявление лежит. А что вы не скопировали? Надо было привезти его. Саша, внучка ваша, сейчас с кем живет? Она живет с мамой. С мамой. Да. А вы часто ее видите? Да, она часто приезжает, она иногда даже с училища заезжает ко мне, попроведать. Часто звонит мне, почти каждый день звонит. Давайте Она как бы посмотрим видео с вашей внучкой, а потом продолжим разговор. Я сейчас иду к бабушке навестить ее после учебы. Привет, Привет. бабушка. Ты прям вовремя. Мы обедать собрались. Ну, это хорошо. С самого детства я знаю только одного отца. Это Щербаков Виктор Анатольевич. Он у меня вписан в свидетельстве о рождении. Мама мне всегда говорила, что это мой отец, так как он был на всех фотографиях. Вот моя выписка из роддома, вот Виктор, мама, я. Это фотография, где он после купания держит меня. По фоткам вроде бы все было хорошо. Я с детства ничего не помню.
все, что было связано с ним. Здесь он держит меня. На этой фотографии мне примерно 2 года. Это платье подарил он. Я была вот такой, когда он ушел. Когда я пошла в 1 класс, там его не было, заканчивала школу, его не было. Деньги не присылал, никак не помогал, не интересовался жизнью, не приезжал даже. Сейчас мне уже 18, я выросла, и сейчас я не считаю его отцом. Хочу, чтобы он мне выплатил долг 2 миллиона, потому что он когда-то взял на себя ответственность и стал моим отцом. Я знаю, что у вас есть своя версия, да? Почему он вдруг решил отказываться от отцовства, почему он вдруг стал в суды ходить. Есть для этого причина, и причина – это его жена. Да, это его жена. Когда он сошелся, вот все началось с этого, когда он сошелся. Потому что она там и писала вот всякую гадость. Вот Какую эти гадость вот, она ой. писала? Светлана, кому она писала гадость? Она гадость писала Юле, писала в ВК, вот ВКонтакте. А Ой. что писала-то? Там написано Сайфудинова, Кистанова, Нискашина. 3 фамилии носишь. Как тебе не стыдно? Что ты хочешь от него там? И вот такой вот. Ты Ну, а чё никогда это не гадость? понимала женщин, которые пишут другим женщинам. Ужас. Это в ВК прям вот во все услышание там, ну как бы вот читает же. Не, ВК. ну, На я- открытой странице, чтобы Да, еще на все открытой прочитали. Ну, странице, да. Я-то ее могу понять, А я поскольку, нет. ну как, живешь с мужиком, ребенок не его, алименты он платит. Какая разница? Ты А когда потом- начинаешь жить с мужиком, у него есть прошлое. И это прошлое ластиком не сотрешь. Так ты лучше внимательнее посмотри на его прошлое и сделай выводы, какое у тебя будет с ним будущее. Что ты мне-то это говоришь? Ну. Скажи это Наталье, которая приехала к нам в студию. Давайте ее позовем. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Ну и чё, когда мы врать перестанем? Что Чё врать-то? чё наговариваем-то Что на врать-то? него? На кого Чё он наговаривааем? должен? У него есть дочь, и пусть Какая? он Какая? взял Какая у обязанность. него есть он дочь? взял обязанность на нее. Он взял, потому что Он- думал, что это его ребенок. Скажите, знал, А что твоя он- дочь вводила его в заблуждение. А вы какое отношение имеете к дочери, к заблуждениям, вот к этому? ко Какое я всему? Вы имею? кто? Я будущая его супруга. Будущее? Но это значит, никогда вы его супруга не будете. Буду. А, У нас уже подано заявление в ЗАГС. подано заявление. Прекрасно. Сначала 2 миллиона 300 заплатит, потом пойдет с вами в ЗАГС. Ну или будете передачки ему в тюрьму носить, пока он будет там кому сидеть. он должен заплатить, если ребенок не его? А это уже не важно. А вот тут, смотрите, вот тут тоже коллизия странная, потому что мы знаем, что это не его ребенок, только со слов матери этого ребенка, которой она по телефону сказала секретарю суда. И на этом основании суд принимает решение, что это не его ребенок. Я напоминаю, тест ДНК до этой программы сделан Никто не был. делал. Нет, можно было это признать, но в судебном заседании. Как можно Да, по не по телефону телефону. личность установить? Это большой вопрос к решению Вот суда. я тоже вообще не понимаю, Скажите, что там а это происходило. вы письмецо-то анонимное в почтовый ящичек Ну, конечно, бросили? делать мне нечего, я и бросила. Вот с этого письма-то все и началось. Ну, Кто-то подложил письмо, что ребенок это Кто-то. не его. В письме было написано, что «Виктор, мне тебя очень жаль, но Юля тебя обманывает, Саша не твоя и дочь». это не вы писали? Нет, а мне зачем это? Ну как зачем? Ну, вы так Что, любите ничего? эпистолярный жанр. ВКонтакте пишете, почему бы не написать и на бумаге? Ну, зачем? Если человек всю жизнь Вы искал... ВКонтакте писали? Про кого? Про Юлю? Да. А она сама про Ну, себя значит, нет, пишет. значит, любите пописать? Она время сама есть? про себя пишет. Как она может сама Она про сама себя про себя- писать? Скажите, а у Она- вас есть Ну дети? что, у меня, да. А как он Двое. должен относиться к вашим детям? Хорошо, они же не его. Вы сейчас говорите, он... У них очень замечательные отношения. А с почему? моими Если детьми. следует Он вашей их- логике, это не его дети, а ко всем некровным детям он должен относиться плохо. Значит, следуя вашей логике, он и к вашим детям должен относиться плохо. А вот Они же давайте- не его кровные. Я же на него на давайте элементы не посмотрим, подавала. какие отношения внутри этой пока еще не семьи. У нас с Натальей нет пока совместных детей. Ее 2 сына мне стали как родные. Женя вот старший и Олег младший. Вот моя будущая жена Наташа. И вообще-то у нас в июле свадьба будет. Я ее люблю и буду любить. Сегодня своих мальчиков я решила накормить окрошкой. Вообще классная получилась окрошка. Вот с семьей поехали на рыбалку. Попробуем что-нибудь поймать. Женек, сейчас как поймаем вот такую щуку. Ну или карпа, или карася. Ура!
Вечерами мы любим собираться возле костра, готовить что-нибудь вкусненькое. Готов наш утренний улов. Сейчас будем дегустировать. Рыба получилась, во. Я вас очень сильно люблю. Спасибо, что вы у меня есть. И мы тебя тоже очень любим. Да кто ж против-то? Прекрасно, замечательно, чудесно. Новая ячейка общества, семья. Только 2300 заплатите, и вообще больше никаких претензий к вам не будет. Благодаря вот этим 2,5 миллионам он не может ни на права отучиться. И не сможет, пока не заплатит. Не сможет. И Да не как кому-то- сможет, из пока не чего, заплатит. Из чего он будет платить? Слушайте, интересно, сидит здоровый мужик. Из чего он будет платить? Я Юле Куда вы предложила лезете? денег. Предлагала сколько раз ей денег. Я говорю, сколько тебе надо, я тебе сама лично Зачем ей буду предлагать? платить. Почему ей Если вы сколько платите надо? долг его. И не Юля, Я а говорю, мы дочери пойдем с надо тобой дать. к юристу, он не может платить себе прям там, чтобы у него зарплату А что, он инвалид, повычисляли. что ли, не может Он платить? инвалид, В он не каком может смысле? работать. У С него какого в руке- времени он не может у него- работать? Ты мне С объясни. 13-го года С у него в 13-го? руке стоит А в мост. прошлом году я его видела. У него в руке стоит Подождите, мост. то есть вы хотели платить алименты за своего сожителя? Да. А вы сколько зарабатываете, что готовы алименты за него платить? Я зарабатываю хорошо для Троицка. сколько? У вашего От 42 будущего... до 45 Послушайте, у вашего тысяч. будущего супруга инвалидность есть? Нет, ему инвалидность не дают. Почему? Ему нужно вытащить мост с руки. Вот сейчас мы этим занимаемся, ездим по больницам, чтобы ему Как давно ему Слушайте, а нужно как было вы все вытащить этот успеваете? мост? По судам ездите, по Нет, больницам как ездите. давно вам нужно было вынуть этот мост? Ну, через год после того, как он получил травму. Ну, а сколько прошло? С 13-го года он у него стоит. 10 лет прошло. Вы слышите, что вы говорите? Вы оставили этот мост, который у него стоит в руке, который нужно было через год снять, как оправдание того, что этот здоровый мужик не может работать, а следовательно не может платить деньги. Саш, ты не слышишь? Отлично! Она работает, зарабатывает от 42 до 45 тысяч и готова за него платить алименты. У нас правда все мужики в стране кончились? Мы правда теперь так должны себя вести, Наталья, да? Ну, поскольку мы установили тот факт, что Юля не приехала, ответить за нее приехала ее подруга, Любовь. Давайте ее позовем в студию. Люба, идите к нам. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, здравствуй. Здравствуй. Я вот первый раз тебя вижу. Такая ты у нас юристка, такая ты все грамотно. Да, а ты да. какого Юлю засаживаешь? Когда у Юли родился второй ребенок от второго брака, Юля ему говорила: Вить, Да? откажись, И чё? чтобы мне получать алименты, чтобы мне были деньги, Что бы это чтобы мне дало? было то и сё. Что бы это дало? В смысле, что? Если бы она получала взрослая детские, баба, ты взрослая Она через баба. месяц Она бы пошла была на как работу, мать-одиночка. она Ты получала элементарно. Как мать Она и так девочки. получала детские. Ничего она не Какие получала. детские, Вить, ты что угораешь? Да чё? 120 рублей, Ничего, 120! Извините, пожалуйста, Там пособия всякие Какие получала. пособия? Да Ты по что, 10 какие тысяч ей пособия? Ты выплачивают. что, Да. вообще, что ли? Она и на второго ребенка Извините, получала, и пожалуйста. пробухивала их. Извините, ради бога. С тобой, наверное. Простите, А ты пожалуйста. свечку держала, наверное, вместе с ней бухала. Спроси Я у вас мужа. очень прошу. Всё, до свидания. Извините, У Димы. извините, пожалуйста. Хорошо, за Я вас Диму. прошу, пожалуйста. За Диму я Подожди, лично сейчас вчера я- общалась. Люба. При вот всех операторах, при всех. Тебе могут они все Извините, сказать. извините, Дима сказал. Говорят, ничего послушайте, плохого. Извините, плохого. пожалуйста. Он ничего говорить не хочет. Извините, ради бога. Ничего. Вот и Мы всё. не мешаем вам? Нет, нормально. Нормально, да? Хорошо. Можно Я вот что пытаюсь понять-то. пару Любовь, вопросов вот давайте задать? Просто так. вот наехали сразу. Так, вообще. тишина! Тихо. Любовь, меня, вот сюда смотрите, меня слушайте. Вот вы сейчас произнесли потрясающую вещь совершенно, фразу сказали, потрясающую. Значит, она, когда второго ребенка родила, она просила, чтобы он отказался от первого, потому что она должна будет получать пособие на него. Ведь какая копеечка капает. Теперь, она же ребенка-то не от Духа Святого родила, верно? У нее мужик был. И есть, наверное. Она вышла за... И вот как при этом мужике у вас язык поворачивает сказать, что и пособие еще, пособие. Не мужик должен ребенка обеспечивать, я. А вот вы-то, как подруга, для чего сюда приехали? У вас цель какая? Просто поддержать, потому что он не прав. Потому что они сейчас все понаехали, они ее оскорбляют, они пишут про нее гадости. Девушка вот эта ее не знает как человек. А она почему, знает Юля, ее за И она про Димину жену тоже. Почему, пишет. Юль, ты- Димина Да, жена. она Слушай, сама ну про как с ними себя можно пишет, а говорить, потом ну? на всех спиляет. Любовь, Почему Димина Юля не жена. приехала почему на Юля не программу? приехала на Потому что она программу? болеет, Она ребенок болеет прячется. у Вот нее. так она прячется всегда.
Если На бы ДНК не Она пришла, не прячется. прячется. От тебя почему она должна с тобой общаться? Почему Я она ей должна лично с тобой звонил. общаться? Я Он лично лично ей ей звонил. писал, Потому что она ты всегда даже не пьяный, ты даже Дорогой, со я мной пьяный, я не разговариваешь пью. пьяный. Он Ты курить говоришь, даже бросил. еле-еле я тебя даже Но- не понимаю. Ага. Что ты говоришь? Вить, У тебя язык Вить. заплетается постоянно. Да. Вить, И я тебе даже на работе, когда ты был, я приходила за хлебом, ты всегда был там Я пьяный. просто, честно говоря, тоже бы от вас спряталась, если честно. Ну, так, без обид, Наталья. Я Вы так хочу орете, что я бы тоже Я спряталась. хочу Ирину спросить, которая тоже, я так понимаю, в курсе дел. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Как по-вашему, когда Виктор узнал, что это не его ребенок? Узнал. Ну, Виктор уже был взрослым мальчиком, и до 5 считать, как бы, я думаю, что он умел. Когда Юля еще даже не жили, а просто встречались с ним, а я у Светы была в это время... На Юлечке была футболочка такая обтянутая, штанишки, все в обтяжечку. А она, что сейчас 40 килограмм, что тогда было 40 килограмм. А я такая смотрю, животик-то у нее уже там месяцев на 5, наверное, то есть желудок вот таким не бывает. Я спрашиваю Виктора. Виктор, говорю, Вить, что, говорю, бэби ждем? Он такой улыбается. Я такая, ну и, судя по всему, месяцев 5. А он мне говорит, не, 5 не может быть, только 3 может быть. Я Юлю знаю только 3 месяца. Но в конечном итоге Юля рожает, конечно. вы уже знаете, на 2 месяца давайте, раньше, там уже с почитали нормальным всё. весом Еще давайте, что ребенка. скажете. Я вас слушала и не перебивала. Давайте Подождите, вы меня но в тоже тот не момент, будете Вы когда все она правильно родила... говорите. Вы говорите сейчас как взрослый человек. Если бы Витя хотел, он бы все понял тогда. Его никто не заставлял. Ну, слушайте, мы... Так не в тайге же Мы он и долго в из лесу мужиков до жил. 100 лет будем делать детей малых, которых надо за ручку водить и все рассказывать. Вот именно. Взрослый мужик. До того момента, пока он был уверен, что это его ребенок, он почему не платил? Он платил минимально. Где 2 миллиона? 300 тысяч? Что он заплатил? Я еще раз задаю вопрос. Прямой, Наталья. Услышьте только меня. Значит, вот вам только что профессионал сказал, что если он был в заблуждении и не знал, что это его ребенок, был уверен, что это его ребенок, почему он не платил деньги? Первое. Второе. В воспитании ребенка участия не принимал никакого. Ну, просто не видел ее, и все. И вы сейчас хотите мне сказать, что тот факт, что его ввели в заблуждение тогда, какое-то имеет значение? Он, будучи уверен, что этот ребенок, Не платил пальцем о деньги. палец не пошевелил для нее. Вы это понимаете или нет? Сейчас он сидит у костра с пойманным карпиком и говорит, как он вас и ваших детей любит. Да Юле предлагалось И я про и сумма денег, и каждый месяц давайте выплаты. так, мы с Она- соседями с вашими она поговорили, они, как отказалась. всегда, знают все лучше, чем остальные. Юля Давайте отказалась, она говорит, что ей ничего от него не нужно. С самого детства. Он очень добрый, и поэтому, наверное, она его и обманула. Ее я видела пару раз всего, и то она выпившей была. Вы знаете, если бы, я так думаю, не Наталья, то Витя бы так и не знал, что у него это не родная дочь. Это она расковыряла все. У них были непонятки в отношениях изначально. То, что большое сомнение, что это ребенок от него, это у всех было изначально. Потому что как бы Юля была нечиста на руку, короче. Я ему еще тогда, в начале 2000-х, говорил, когда она ему предложила, что откажись от ребенка, он не отказался, это все накопилось. Юля неплохой человек. Если бы она вот не пила и подружек бы не водила, алкашек своих, было бы вообще все отлично. Мы бы с ней, наверное, всю жизнь бы прожили так. Сын остался с нами, потому что он так захотел. Пособия детские надо было оформлять, а я как оформил? Мне пришлось подать на алименты и все. Юля, как мать, я считаю, вообще никакая. Потому что за все это время, чтобы ребенок как-то о ней отозвался хорошо, чтобы ребенок, у него были какие-то теплые воспоминания о матери, вообще никаких. Мама вот здесь живет, но недалеко. Он сказал, я про маму даже слышать ничего не хочу. Поворот. Это значит, что у Юли еще один ребенок есть? Да, И он живет с папой. с папой. А почему не с Юлей? Ну, когда они разводились, ребенку было уже 11 лет, и ребенок сам решил остаться папой. А Там почему он еще- решил остаться с папой, а не с мамой? Потому что он в основном находился у той бабушки. Юля всегда, она работала до 11 часов. Папа тоже Она работал. работала до 11 часов, потом, судя по всему, бухала. Потом ее, Как она могла выгнали с работы за пьянку. С чего бы ее выгнали с И работы? она Смотри, работала вот в соседи копеечке. говорят, хорошая девочка, все замечательно, лишь бы не пила. Так она пила. Алименты ей назначены?
Она не знает даже, что на нее подали, и никто не... Она работает официально? Она не Юля в работает, декретном она сейчас с отпуске. Она в ребенком декретном сидит 2 отпуске года сейчас ребенок. находится. А до этого она работала официально? До этого она работала, да, на магазине. Так у нее какой-то долг по алиментам тоже, да? Да, это, ну как, им... Ну, а чего Нет у него долга, нет у нее долга. Это просто Дима просто подал, но оно еще там Ой, я никуда не ничего не расслышала вас. вступило. Что значит нет долга? Если у судебных приставов дело, что значит нет долга-то? Она оплатила все, вы знаете? Не, ну как объяснили, что пока не будет ребенку она в 3 декретном лет, отпуске, пока она не она в платит. декрете, там ничего нет. Не, ну Да. вы понимаете, что долг-то тикает, 3 года пройдут быстро. То есть она к Виктору претензии предъявляет, а сама такая же. Юля получается. сама не знает Сама об такая этом. же, она да. еще не знает об этом даже. Подождите, она с теперь ребенком... узнаем. Стоп, подождите. Она с ребенком общается со своим? Но она бы сейчас заблокировали телефон, как я у нее Вы не спрашивала. слышите меня? Она общается с ним или нет? Она не общается с Нет, не ребенком. Не общается. Он даже видеть Деньги ее не платит- хочет. Откуда Стоп, знаешь? секунду. Я Деньги всё платят знаю. на... Стоп. Деньги платят на его содержание? На содержание нет Ну подарки. вот смотри, опять, смотрите. Она даже ну не вот звонит Вы... Стоп. Вот вас сейчас, правда, никто не спрашивал. Вы на голубом глазу приходите сюда и говорите, вот он взял на себя обязательства. Он должен платить деньги. Ваша дочь не просто взяла обязательства, она родила ребенка. Она не лишена прав, не ограничена. Хотя тот факт, что она не платит деньги, не участвует в воспитании ребенка, уже говорит о том, что ее бывший супруг запросто может лишить ее родительских прав. Я могу ответить на этот еще вопрос так вот, Теперь когда... я понимаю, почему ваша дочь не приехала в эту студию. Нет, я... А вот щас- я понимаю, почему. Потому что вот эти вопросы я бы сейчас задавал ей. Очень странно получается. Нет, не хочу Она даже не слышать. отказывала... не Пришло время Сашу позвать в студию. Давайте ее и позовем, поскольку она девочка уже взрослая и может принять участие в этом непростом разговоре. Мне очень стыдно за то, что это сейчас все происходит, то, что я тебя считала своим отцом. Саш, скажи, пожалуйста, а как ты узнала о том, что Виктор не твой отец? Кто тебе об этом рассказал? Мне рассказала об этом мама. Она вот в какой-то момент она сказала, что тебе нужно об этом знать. Ты уже выросла, ты взрослая. И она сказала, он не твой отец. Твой отец другой. И все. Мгм. А как ты отреагировала? Мне было все равно, потому что ни того, ни другого у меня не было отца. А что тебе мама рассказывала о Викторе и о ваших годах жизни совместных? Как он ее материл, как обзывал меня, о том, что, кричал на всю улицу, о том, что я не его, о том, что она такая-то сякая. Вот. Так это ж как давно было-то? То есть, получается, он тогда уже знал? Да. Слушай, а как бы ты хотела, чтобы вот вся эта история закончилась? Я бы хотела, чтобы просто он отдал мне то, что принадлежит мне, и мы вот просто разошлись. Ты про деньги? Да. То есть ты хочешь, чтобы он закрыл долг перед Да. тобой, выплатил все? Так а пусть отец тебе родной платит. Найди отца своего. Встала и вышла отсюда. Ты будешь так с ребенком тут разговаривать. Она уже 18-летняя, она не ребенок давно. А ты юрист. А ты работаешь или учишься? Учусь. Где? В педагогическом колледже на воспитателя. Воспитателя в детском саду? Да. А почему такую профессию решила выбрать? Я очень люблю детей, и я перед ними открываюсь. Я даже хотела побороть как-то, чтобы стать намного эмоциональней, как-то... В общем, могу открыться в этой работе. Саш, а у тебя Вот. друзей много? Нормально, да. Да. А почему только одного выбрала, чтобы он тебя поддержал сегодня? Потому что со многими я сейчас не общаюсь. Нет, вопрос-то в другом. Вот Дима сидит. Да. Почему? Он все намекает, это просто друг или не просто друг. Вот же ему что интересно. Да, Ты посмотри на больше, него. чем друг, конечно. Больше, чем друг? Да. Дим, Намного. А ты прямо мог спросить? Ей 18. скажи мне, пожалуйста, Дим, как ты относишься к этой ситуации и считаешь ли, что Саша права в том, что хочет получить от бывшего не отца вот эти деньги? Да, здравствуйте. Я вообще как-то был в шоке, когда... получается, Саша уже 4 года вместе. И вот, получается, около года назад, или даже чуть больше, вот когда начались все эти сообщения в WhatsApp,
которые как-то угрожали, пытались Саше, там что-то шантажировали, на все эти суды. Кто? А кто это? Ну, видимо, от лица Натальи через аккаунт в WhatsApp, собственно, Вити. Просто ребенку, сколько ей там было, лет 16, пыталась взрослая женщина что-то донести, что-то про суды. Она тут, не стесняясь, сказала, иди ищи своего папашу родного. Нормальный вообще человек? Господи, позор. Ненормально. Просто я бы на каждом столбе ее фотографию повесила и написала бы «стыдно». Дим, скажите, пожалуйста, у вас отношения серьезные, как я понимаю? Да, есть. Да, 18 лет, когда отношения серьезные, до детей недалеко. Вы планируете детей или не хотите пока? Ну, планируем, конечно, но сначала надо учиться. Понятно. А скажи мне, пожалуйста, когда у вас будет ребенок, ты в состоянии будешь обеспечивать свою семью для того, чтобы у нас денег не брать? Ну да, конечно, я уже достаточно давно работаю. А учишься на кого? Учусь я на юриста, правоохранительной деятельности в Челгу. Хорошо, дай бог. Что касается предполагаемого отца твоего, про которого мама говорила, Сергей, мы с ним связались. Давайте послушаем, что он нам сказал. Мы пытаемся понять, кто настоящий биологический отец Саши, да? И просто Юля сказала, что вы отец Александры. Ну, понятно, ладно. Почему она не пришла? Она же знает, где я живу, допустим. Она сказала, что говорила вам про это. Давно, когда беременна еще была. Ну. А вы якобы ей не поверили. Это правда? Ну, я уже не помню. Для чего, если она знала, что от меня беременна, мы с ней не встречались, ничего. Для чего было рожать, для чего было забеременеть. Хитро, не буду говорить как. Юля хитрая? У меня другое слово есть, не буду озвучивать. А вы хотели бы познакомиться с дочкой предполагаемой? Ну, не знаю. Вот какая история. Сергей после разговора с нами, он не захотел на программу приезжать категорически, но согласился сдать тест ДНК. Возникла проблема. Серьезная. Он сейчас в каком-то далеком леспромхозе. Нет, добровольно. На вахте. Добровольно. На вахте, но прям в лесу совсем. И добраться до него для того, чтобы взять тест ДНК, ну просто на оленях утром ранним. Только. Никакой возможности нету, да. Поэтому, когда он вернется, может быть, нас ожидает вторая серия этой замечательной программы. А тебе бы хотелось, чтобы он сдал тест ДНК и проверить? Может быть, скорее всего. А ты хотела бы, чтобы Виктор на самом деле оказался твоим отцом, а мама просто вводила в заблуждение тебя и его? Нет. Нет. Не хотелось. Просто тест ДНК у меня в руках, я еще не знаю, что там, я не смотрел. Но перед тем, как мы огласим результаты этого теста, я хочу у специалиста спросить насчет того, когда он, по-вашему, на самом деле узнал, что он не отец. Такую маленькую преамбулу сделаю. На полиграфе сегодня был Виктор сегодняшний. С сегодняшней идеологией, с сегодняшними взглядами и с сегодняшней... Да. И с сегодняшними взглядами на то, что происходит. С Наташиными. Да. В тот период, когда он стал встречаться с Юлей, он знал, что девочка не его. У него были серьезные сомнения, у него была посторонняя информация, и у него были... И он допускал и знал, что не она. Но идеология его тогда была другая. Он только освободился. У него много наивности, у него много простоты. Семья вдруг у него появилась. Да. Конечно, надо брать. Совершенно верно. Вот. Была некая эйфория. Конечно. Признаю ребенка, давай живем, все будет нормально. Вышел из зоны, там совсем другое мировосприятие. Конечно. Сейчас он не хочет об этом вспомнить, либо не может. Но, скорее всего, голова у вас забита тем, что вам навязали вот в последний период. Еще раз, вы знали и очень сомневались, что ребенок не ваш. А вы знаете, что меня поразило? Меня поразило решение судьи. Доказали, что ты не отец. Мать сказала, что ты не отец, ты утверждаешь, что не отец, ты не отец. Но поскольку ты знал, что ты не отец с самого начала и не платил, выплати. Мне кажется, это мудрое решение. Справедливое решение. Да? Абсолютно справедливое. Так вот, тест на кому давать-то? Сане или Виктору? Кому? Кому он нужен? Саше? Да, на, смотри, сама прочти, что написано. Вероятность 0%.
Вероятность 0%. Честно говоря, да. и слава богу, потому что все вот этого, да, все ваше некрасивое, отвратительное поведение, ну, просто стыдно. Вот стыдно быть таким, как вы, мужиком. Потому что у вас в семье мужик один, это Наташа. Что хочу, то и ворочу. Что хочу, то и делаю. А вы так, тряпка, которая вокруг швабры намоталась. Все вот это сыпется, все отпадывает, все валится. Я лучше умру там, вот где я сейчас живу, чем я соглашусь жить вот в их этом маневренном фонде, Почему? в разваленных общежитиях или в раздолбанных квартирах. Ну, то есть это шило на мыло, да? Конечно. У нас между стен загорелась проводка на 2 квартиры. Нам администрация сказала, что это не наша вина, мы это делать не будем. После того, как упала крыша. Ну вот тогда они зашевелились, стали ходить, смотреть. Крышу-то починили в итоге? Да, они починили тяп-ля-ляп. Все отваливается, все падает ребенку на голову. Что дырки-то латать, когда надо сносить и все? Мы можем всем предоставить маневренный фонд. Как вы Всем оцениваете сами состояние маневренного фонда? Удовлетворительно. А почему все люди, которые сейчас сидят в нашей студии, рассмеялись на этих словах?